Всем большой привет, дорогие друзья! Сегодня приготовим очень вкусный, простой пирог с черешней без дрожжей и даже без растительного или сливочного масла. Первым делом нам потребуется отделить белки от желтков у 5 яиц. Постарайтесь, чтобы в белки не попал желток, так они взобьются быстрее и лучше. Белки пока что можно убрать в холодильник или оставить при комнатной температуре, а с желтками будем продолжать работать. А к желткам добавим 150 граммов сахара и пол чайной ложки соли. При желании сахара вы можете добавить немножко меньше. Сначала все немного перемешаем миксером, чтобы сахар с желтками объединился. Затем вливаем 200 мл 20% сливок. И еще раз перемешаем миксером до однородности. Взбивать здесь не нужно, потому что 20% сливки все равно не взбиваются в пышную пену. Так как в рецепте мы не будем использовать сливочное масло, сливки нам его, можно сказать, заменят, но тесто получится не таким жирным, как при использовании сливочного масла. Всыпаем 300 граммов муки, 10 граммов разрыхлителя и ванилин по желанию для аромата, совсем небольшую щепотку. И все хорошо перемешиваем венчиком или миксером по вашему желанию. Масса получится достаточно густой, поэтому комочков быть не должно. Перемешали, а теперь вливаем 100 мл молока. Молоко и сливки должны быть комнатной температуры или слегка теплые, можно подогреть в микроволновке, но холодные лучше не использовать. Конечно, нужно все перемешать до однородности и затем просто оставим на некоторое время при комнатной температуре и займемся белками. У нас здесь 5 белков от 5 яиц, их нужно просто взбить в пышную светлую пену. Белки взбиваются буквально за несколько минут вот в такие мягкие пики. Получается словно пышное облако. Теперь белки берем ложкой или силиконовой лопаткой, небольшими порциями добавляем в тесто и венчиком аккуратно вмешиваем, чтобы белки как можно лучше сохранили свою воздушность и не осели. Ложкой лучше всего белки не вмешивать, так как они тогда точно осядут. Если нет венчика, тогда лучше воспользоваться силиконовой лопаткой. И так как взбитые белки могут быстро осесть, с ними нужно сразу же работать и затем сразу же выпекать пирог. Для выпечки я буду использовать керамическую форму 26 см в диаметре. Использовать можно не только керамическую, но и разъемную. Конечно, обязательно нужно смазать растительным маслом дно и стенки. И еще на дно я положила лист бумаги для выпечки, который тоже на всякий случай смазала растительным маслом. За то время, пока я смазывала форму, на тесте образовались вот такие воздушные пузырики. Это пузырьки углекислого газа, благодаря которому и поднимется наше тесто. Сначала в форму выливаем половину порции теста, вторую часть оставим. Для начинки я использую черешню 350 граммов без косточек и выкладываю сначала только половину. Сверху ягоды нужно залить тестом, второй оставшейся частью. Ну и затем выкладываем уже оставшиеся ягоды. Естественно, черешню вы будете покупать с косточкой, поэтому это выйдет примерно 420-430 граммов с косточкой. Пирог выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов в духовке 40-50 минут до готовности. А готовность вы можете проверить деревянной палочкой или зубочисткой. Она должна выходить из пирога сухой. После выпечки пирогу нужно дать остыть, а затем можно присыпать сахарной пудрой. Вот такой получается сочный, вкусный и в меру сладкий на мой вкус пирог. Приятного аппетита и удачной выпечки!